А знаете, что это у меня в руках? Это бездрифтовые электромагнитные модули джойстиков для Steam Deck. И сейчас многие из вас спросят, где Bubble, где Steam Deck, но нет, я вам скажу. Дело в том, что меня попросил, я как раз еду сейчас в Европу, меня попросил один мой товарищ, у которого есть Steam Deck, и у него вот такая вот беда случилась. Поэтому, знаете, не показать вам о том, что такие существуют, это будет, честно говоря, неправильно, но компания GuliKit имеет вот такие вот, вообще-то датчики холла, по сути. Вот эти вот запатентованные свои модули, которые не дрифтуют, которые не имеют мертвых зон и действительно полностью совместимы со Steam Deck, еще и калибруются. Поэтому на канале Технозон такой вот микрообзор, поехали. Но для начала мы, конечно, их распакуем. Вы чуть-чуть позже увидите распаковочку. Я вам скажу так, что несмотря на то, что в моем регионе нет Steam Deck, это не говорится о том, что мой канал не смотрят люди из регионов, в которых продают этот самый Steam Deck. Steam Deck на текущий момент становится все популярнее. Я надеюсь, что я, находясь в Европе, получу Steam Deck тоже в свои руки, поиграюсь немножечко, есть такая надежда. Но при этом существует проблема в Steam Deck, это дрифтующие их модули и замена модулей вот этих вот джойстиков, да, они достаточно затратная, они дорогие, плюс их тяжело достать, да плюс еще и ждать, допустим, доставку или сервис этого Steam Deck достаточно такая сомнительная вещь. В общем, сейчас мы с вами распакуем. Перед этим подписываемся, нажимаем колокольчик, и плюс ссылки на проверенного продавца, вернее на GuliKit, на официальный магазин GuliKit лежит в описании под видео. А потом мы с вами посмотрим, сколько он стоит, где его можно купить и саму по себе инструкцию, то есть схематично я покажу, как это все дело работает. Уже когда я доберусь до Steam Deck, я, конечно, вам покажу, что такое Steam Deck, как он работает с этими модулями. Так что вот там вот все под видео будет, подписывайтесь. Да, конечно, нет у нас Steam Deck, но вот эти вот модули, джойстик-модули электромагнитные для Steam Deck я должен показать, потому что, как мы знаем, если вы видели мой обзор на вот этот вот GuliKit King Kong 2 Pro контроллер, то здесь запатентованные вот эти вот аналоговые стики, и это запатентованная технология GuliKit, где нет ни дрифта, ни мертвых зон, и эти штуки, они намного лучше даже, чем базовые Steam Deck'овые, которые есть. На самом деле мы уже с вами рассмотрим сейчас, как они меняются, просто это по инструкции, но я вам хочу показать конструктивно. Конечно, Steam Deck'а у нас нет, но я думаю, что для некоторых моих подписчиков это будет очень даже полезно. То есть это вот такие вот электромагнитные модули. Исполнение у них, как вы видите, GuliKit достаточно качественное, и они подходят на замену конкретно в Steam Deck. Полная совместимость. То есть есть у нас защелка для шлейфа, при этом они калибруются. Инструкцию по калибровке тоже вы можете увидеть по ссылке к этим самым штукам, вот этим электромагнитным джойстик модулям. Поэтому, ладно, давайте посмотрим, что пишет сам производитель про них. Ну что, увидели распаковку, ничего экстраординарного нет, кроме того, что GuliKit реально запатентовала эту технологию, поэтому ее немножечко не используют сами по себе производители топовых геймпадов, хотя им и не надо, у них действительно классные штуки есть. Кстати, на точно таких же GuliKit'ах, на точно таких же электромагнитных джойстик-модулях построены геймпады King Kong, обзоры на которые мы делали уже, они есть у нас на канале, ссылка в описании под видео, и в принципе на этих вот модулях вот вы можете взять геймпад для ТВ-бокса, для компьютера, для стима, и будет вообще шикарно. Там тоже нет дрифта, нет мертвых зон. Короче, стоит эта штука $27 37 центов. Купить ее можно и на AliExpress, и на Амазоне. И здесь вот они, в принципе, такое, знаете, описание. Сейчас попробуем перевести. Давайте нажмем перевести страницу.
Модуль электромагнитного джойстика GuliKit для паровой деки. Да, Steam Deck, дело в том, что Steam это пар по-английски, поэтому это паровая дека. Этот модуль джойстика используется для замены при ремонте на Steam Deck. А это действительно у Steam Deck проблема. Теперь, запатентованный дизайн джойстика, супер гладкий, это имеется в виду управление. Перевод, конечно, шикарный. Более длительный срок службы, да, работают они долго, это я могу судить по Кинг-Конгам. И инструкция по калибровке. В общем-то, здесь есть инструкция. Я вам сейчас покажу сначала, как это все дело заменяется. Смотрите, у них есть инструкция по самостоятельной замене. То есть вам достаточно выключить ваш Steam Deck, затем открутить 8 винтов всего лишь. Ну, правда, специальная филипсовская отвертка 9,5 мм. Потом открывается боковинка. И вскрывается сам по себе Steam Deck. Вы видели, как он, кстати, выглядит внутри? У него здесь ноутбучный кулер есть. Теперь просто-напросто снимается 2 шлейфа, откручивается 4 винта, 3 винта на одной стороне, 3 винта на другой, и вытаскивается вот этот вот Steam контроллер, Steam джойстик, перепаиваются. Да, здесь нужно будет перепаять проводочек, ну это уж дело такое. Вставляется GuliKit. И все. И есть инструкция по калибровке. На самом деле все это дело у более-менее такого, знаете, заряженного пользователя или продвинутого пользователя, у которого есть паяльник, займет максимум минут 20-30. Если вы сами не можете, допустим, это сделать, у вас есть Steam Deck и вы хотите поменять на бездрифтовые джойстики, видите, как они выглядят, ну вы их видели уже на распаковочке, то в принципе вы можете обратиться в любую ремонтную мастерскую и вам по этой инструкции сделают это все дело очень-очень быстро. Теперь, что касаемо по калибровке этих стимовых штук, джойстиков, они их джойстиками называют. Почему я их называю стиками, я не знаю. Но это джойстики, как говорит сам производитель. То есть по калибровке здесь шаги просто-напросто. Новый джойстик, ну я вам перевожу так, бегло. Новый джойстик требует калибровки и пишут, что Steam Deck имеет калиброванные джойстики, которые поставляются с завода. И здесь вот описан процесс, видите, Enter Joystick Calibration Interface on Steam Deck. То есть в самой Steam Deck есть интерфейс калибровки джойстика. И после того, как вы закончите это делать, ну то есть просто-напросто возвращаете в позицию 0, на этом все. Все, ребята, то есть процесс замены и установки вот таких вот джойстиков Steam Deck займет полчаса плюс калибровка. А они реально очень-очень крутые. И я же вам говорю, по опыту Кинг-Конгов здесь нет ни мертвых зон, ничего, потому что это не основано не на механическом воздействии, а на электромагнитном. Это нужно понимать. То есть электромагнитное воздействие, ну это беспроводное. Да, по сути, Алексей, это у нас получается датчик холла, он умеет регистрирует воздействие на беспроводном принципе, правильно? Да, электромагнитное. То есть поле. Получается не механическое. Да, электромагнитное поле. То есть получается, он регистрирует малейшее отклонение в электромагнитном поле, и получается, поэтому нет ни дрифтов, ни мертвых зон, ни тому подобных вещей. Поэтому, ребят, мы рекомендуем такой микрообзор вам на затравочку на канале Технозон. С вами был Бабл, пока.